Всем привет! Приветствую вас на своем канале Вязальная шкатулка. Несколько дней назад я рассказывала, как связать маленького кита амигуруми крючком. Вот, посмотрите, такой китенок. Сегодня я решила продолжить тему морских животных и показать, как вязать медузу. Вот, посмотрите, очень простая игрушка. Не должна вызвать сложности у тех, кто даже только начинает вязать крючком. И в дальнейшем, возможно, сниму видео о том, как связать еще осьминога и вот таких рыбок. Рыбы, кстати, я увидела на Etsy, там платное описание продается, связала по картинке, поэтому, возможно, кому-то будет интересно бесплатное видео. Сейчас давайте поговорим про медузу. Медуза состоит из 3 частей. Это вот верхняя ее часть, нижняя и несколько щупалец. Щупальца можно связать разными способами. Выберите, какой вам больше всего понравится. И вдобавок еще можно сделать вот такую корону, которая подходит и киту, и медузе. И если дети будут играть с этим набором, то можно по очереди менять персонажей. Для вязания медузы нам понадобится пряжа Yarnart Jeans белого цвета, номер 62. Крючок номер 2 я использую, но вы можете использовать 2,5 или 1,7, в зависимости от того, насколько плотно вы вяжете. Дальше обязательно маркер и вот такие бусинки глазки, либо абсолютно какие-нибудь другие глазки, которые у вас есть дома, чтобы можно было пришить ей медузе глаза. Немножко наполнителя, синтепон или что у вас есть в наличии, и, естественно, ножницы и нитка с иголкой, чтобы это все пришить. Кстати, в своем инстаграме, называется он Washcat, я уже размещала описание медузы. И если вы подпишетесь на мой инстаграм, то сможете смотреть описание вещей, которые я выкладываю на канале, а также интересные работы от авторов сайта крючок.ру и книт.ру. Так что подписывайтесь на инстаграм. Вязать начинаю с кольца амигуруми или со скользящей петли. Делаю петлю, колечко, в нее вяжу 6 столбиков без накида. Вязать буду по спирали без подъемных воздушных петель, поэтому считаю, что нам понадобится маркер. Вот, и первый столбик без накида я вяжу сразу 2 столбика. Значит, в первом ряду 6 столбиков без накида будет, во втором ряду 6 прибавок, должно получиться 12 столбиков без накида. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем 2 столбика, чтобы получилось 12 столбиков. Я связала 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Петлю, первое кольцо, скользящую петлю или кольцо амигуруми я затягиваю, чтобы дырочек не было. Вот готов второй ряд. В третьем ряду буду вязать 1 столбик без накида, 1 прибавку, 1 столбик без накида, 1 прибавку. Должно получиться 18 столбиков без накида. 1 столбик без накида, 1 прибавка. И повешу маркер. Вот был первый столбик без накида. Это вот он. Я его сейчас отмечу маркером, чтобы не считать петли, но вязать при этом правильно. Опять 1 столбик без накида,
1 прибавка, 1 столбик без накида, 1 прибавка. Ряд закончен. В следующем ряду нужно вязать 2 столбика без накида и делать 1 прибавку. И должно получиться 24 столбика без накида. 1, 2 столбика, 1 прибавка. 1, 2 столбика, 1 прибавка. Следующий ряд тоже готов. В следующем ряду я буду вязать 3 столбика без накида и 1 прибавка. 2, 3, 1 прибавка. Так 6 раз. Должно получиться 30 столбиков без накида. Тридцать столбиков без накида связано. Больше прибавки делать не буду. Нужно связать еще 6, 7, 8, 9, 4 ряда по 30 столбиков без накида. То есть можете просто посчитать 120 столбиков связать по кругу. И будет готова верхняя часть медузы. Я сейчас свяжу эти 120 столбиков и покажу, что у меня получилось. Я связала 4 ряда по 30 столбиков без накида, 120 столбиков. Вот такая верхняя верхушечка у меня получилась. Нить я, наверное, сейчас отрежу, потому что я не буду, потому что соединять я могу и с нижней части медузы. Использую нитку от нижней части медузы. Вот. Шапочка верхняя готова. Ее откладываю в сторону. Вяжу нижнюю часть медузы, беру кольцо амигуруми или скользящую петлю, в нее набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петлю затягиваю. Вот, так, чтобы не оставалось дырочки. Дальше буду вязать без воздушных петель подъема по спирали. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. В первый столбик я буду вязать 2 столбика. Значит, первый ряд состоял из 6 столбиков без накида. Во втором ряду в каждый столбик без накида делаю прибавку. Должно получиться 12 столбиков без накида. Первую петлю, первый столбик помечу маркером, чтобы не путаться. Вот. Точно так же я вяжу и верхнюю часть медузы, поэтому
Смотрите внимательно. 2 столбика связала, 4 теперь столбика. В каждый столбик вяжу 2 столбика без накида. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд закончен. 12 столбиков без накида. В третьем ряду буду вязать 1 столбик без накида в первый столбик предыдущего ряда. Во второй буду вязать прибавку, то есть 2 столбика в 1 столбик без накида. И должно получиться 18 столбиков без, 18 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 18 столбиков без накида. В следующем ряду вяжу 2 столбика и 1 прибавку. И должно получиться 24 столбика без накида. 2 столбика и 1 прибавка. Первый раз. 2 столбика. 1 прибавка. Второй раз. 2 столбика. 1 прибавка. Третий раз. 2 столбика. 1 прибавка. Четвертый раз. 2 столбика. 1 прибавка. Пятый раз. 2 столбика. 1 прибавка. Шестой раз. 24 столбика без накида. В следующем ряду должно получиться 30 столбиков без накида. Для этого вяжем 3 столбика и 1 прибавку. 1, 2, 3. 1 прибавка первый раз. Второй раз. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И шестая прибавка. Можно посчитать, должно получиться 30 столбиков без накида. Следующий этап: соединяем верхнюю и нижнюю части медузы. Вот при этом нам нужно будет набить ее каким-нибудь наполнителем, серединку медузы. Начинаю соединять верхнюю и нижнюю часть медузы. Количество столбиков у нас одинаковое, и там 30 столбиков без накида. Значит, наша задача сейчас сделать так, чтобы каждый столбик каждый столбик нижней части соединился со столбиком с верхней части медузы. Беру крючок, ввожу его в столбик без накида нижней части и в столбик без накида верхней части. И просто обвяжу обычными столбиками без накида один ряд. А следующий ряд буду обвязывать рачьим шагом. Разверну работу, чтобы она была по лицевой стороне.
захватываю столбик с верхней части, столбик с нижней части. Раз, два. И стараюсь не пропускать столбики, чтобы все было точно. Да, главное нам не забыть сейчас набить игрушку наполнителем. Это очень важно. Так, остается отверстие небольшое. Беру наполнитель и начинаю набивать. Примерно вот так. Прячу наполнитель, обвязываю дальше столбиком без накида. Что-то многовато наполнителя получилось, немножко надо вытащить. Так, крышка, она не должна выпирать сильно, иначе будет некрасиво. И последний столбик готов. Сделаю соединительную петлю в первый столбик и обвязываю рачьим шагом. 1 воздушная петля в каждый столбик, вяжу столбики без накида назад, ввожу крючок, столбик, вытягиваю нить и протягиваю. Ввожу крючок, вытягиваю нитку, протягиваю. Это обычный рачий шаг. Мне показалось, что без него будет медуза немного скучноватая. Плюс она скроет нижнюю крышку, которая немножко бывает выпирает из-за того, что она не очень ровная, из-за наполнителя. Вот. Если обвязать таким рачьим шагом, то все будет ровненько и красиво. Сейчас я довяжу ряд до конца и покажу, как я его заканчиваю. Буду вязать потом щупальца. А у меня осталась последняя петля. Так вот я ее соединяю с первым столбиком и нить обрываю. Вязание заканчиваю. Петельку протягиваю, затягиваю и прячу внутрь тела медузы. Лучше с внутренней стороны, с изнанки, захватить нить и вот так вытащить ее на противоположную куда-нибудь сторону, чтобы она
здесь аккуратненько натягиваю чуть-чуть нить и отрезаю ее. Все. Синтепон лишний отрезался, и совершенно незаметно, где как спрятана ниточка. Следующий этап: вяжу щупальца. Щупальца я придумала два разных способа. Первый — это просто цепочка из воздушных петель. Вот она, в конце отрезаю и оставляю хвостик. И второй — это такие вот завитушки. Здесь я набирала 35 столбиков без накида, 35 воздушных петель. И в каждую петлю вязала 2 или 3 столбика без накида, в зависимости от того, какой хотите получить эффект. Кстати, смотрите, эту медузу я вязала крючком 1,7, а эту крючком номер 2. Поэтому они немножко отличаются по размеру. Свяжем щупальца. Завитушки свяжу. 35 воздушных петель, набираю цепочку. И в каждую воздушную петлю свяжу по 2 столбика без накида. Посмотрим, как она будет закручиваться. Вот уже начала закручиваться спиралька. Если вязать 3 столбика, она будет еще сильнее закручиваться. Можно вязать через один столбик, потом двойной столбик в одну петлю, один двойной. Вот. Можно вязать 2 каждую. Вязание закончить надо. Нитку отрезать. Свяжите еще таких 2 штучки или одну. Вот, и пришейте на внутреннюю часть медузы вот таким вот образом. Сюда за крышечку так пришиваем, получится такая медузка. Дальше я беру глазки. У меня это черные бусины. Здесь я пришивала на уровне 1-2, на уровне 3-го ряда. Расстояние между этими глазками 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. То есть вот здесь где-то вот в этой части так можно пришить будет глаза. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. И если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на мой инстаграм, пишите комментарии. Жду вас у себя на канале. Всего хорошего. Пока-пока.